31 танк, артиллерию и другую технику. Управлять такой массой было довольно сложно. Новые танковые бригады насчитывали всего 3000 человек, 91 танк и артиллерию и оказались гораздо мобильнее. Под Мценском Катукову и предстояло опробовать в бою тактику танковых засад, продуманную на полигоне под Сталинградом. Суть засады состояла в выборе укрытия для танка. В складках местности, за скирдами, кустарником или строениями готовилось несколько позиций, чтобы танк во время боя мог их менять. Кроме того, готовились ложные позиции, на уничтожение которых противник расходовал бомбы и снаряды. Осенью 41-го пушки Т-34 поражали любой немецкий танк с километра. Но ключ к успеху заключался в хладнокровии танкистов, стоявших в засадах. Катуков приказывал: только тогда, когда вражеские машины подходят на 200-300 метров, засады открывают огонь по атакующим в упор, наверняка. Действуя против колонны немецких танков, сначала огонь открывался по головной машине, а затем по замыкающей. Создав таким образом затор, советские танкисты расстреливали всю колонну. Именно в бригаде Катукова служил советский танковый ас Дмитрий Лавриненко. Всего за 2,5 месяца войны он провел 28 боев и уничтожил 52 танка, став самым результативным танкистом Красной Армии за всю войну. Тактика танковых засад оправдала себя полностью. Время, выигранное Катуковым, позволило укрепить оборону Тулы, и наступление Гудериана южнее Москвы было остановлено. Но когда в Орле высаживался советский десант, немцы нанесли главный удар. Их танки обрушились на резервный и западный фронты в тех местах, где их не ждали, по обе стороны от шоссе Смоленск-Вязьма. Советская оборона на этих направлениях была слабой, и остановить немецкие танковые клинья оказалось невозможно. Прорыв немецких танковых групп заставил Ставку Верховного Главнокомандования задуматься об отходе на восток. 4 октября Конев доложил Сталину об угрозе выхода противника в тыл его войск. Но команды отступать не поступило. Через 2 дня после начала сражения советское командование еще отказывалось поверить в свой безусловный проигрыш. Гитлер же подобных сомнений не испытывал. В тот же день, 4 октября, с трибуны Берлинского спортпаласа он выкрикнул толпе: в эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные события. Уже 48 часов ведется новая операция гигантских масштабов. Она приведет к окончательному уничтожению врага на Востоке. Ставка санкционировала отход войск лишь на следующий день. Но было уже поздно. В районе Вязьмы части 2 немецких танковых групп встретились, и отступающие советские войска попали в кольцо. Но и те дивизии и полки, которые избежали окружения, не оставались единым организмом. Начался драп-марш. Таким горьким словом называли солдаты 41-го паническое бегство армии. Столкнувшись с превосходящим по силе противником, войска были деморализованы. Даже в официальные документы просачивались слова о состоянии людей. Из донесения штаба 43-й армии. Особенно свирепствует авиация. Она совершает систематические налеты группами по 20-25 самолетов. Все оставшиеся стали какими-то очумелыми. Авиаудары выводили из равновесия даже закаленных в боях солдат и командиров. Юнкерс, Ю-87, штука. Пикирующий бомбардировщик – один из символов немецкой молниеносной войны. Самолеты по очереди пикировали на цели, с большой точностью поражая их тяжелыми бомбами. Затем самолеты выстраивались в круг, сбрасывали легкие бомбы и огнем пулеметов уничтожали второстепенные цели. Эта карусель могла продолжаться около часа. Случалось, что после такого налета наземные немецкие части почти не встречали сопротивления. Передовая была мертва.
Главные силы группы армий «Центр» сдерживали окруженные армии Конева и Буденного. Но несколько танковых и моторизованных дивизий, в том числе эсэсовская «Райх», двинулись на восток. Им предстояло стать теми счастливцами, кто первыми войдет в русскую столицу. На их пути к Москве находился лишь один отряд – группа парашютистов-диверсантов под командованием майора Старчака. 205 километров отделяло немцев от Москвы. Десантники, вооруженные лишь винтовками и бутылками с зажигательной смесью, на несколько часов задержали немцев у моста через Угру. Из 430 человек, принявших в тот день бой, в живых осталось всего 29. Отступая, десантники продолжали сражение. Когда к ним на помощь подошла танковая бригада, на придорожном столбе стояла цифра 180. Немцам удалось продвинуться всего на 20 километров. Однако войска трех фронтов, которые еще несколько дней назад стояли многотысячным щитом перед Москвой, уже не могли ее защитить. Спасти страну и армию в такой ситуации мог только действительно незаурядный человек. Когда стали понятны масштабы катастрофы и был дан приказ на отход, Сталин вызвал из осажденного Ленинграда генерала Жукова. Прибыв в Ставку и бегло ознакомившись с обстановкой, Жуков сделал простой, но страшный вывод. Фронта обороны на западном направлении фактически уже нет. Образовалась ничем не заполненная большая брешь, которую нечем было закрыть, так как никаких резервов нет. Все пути на Москву по существу открыты. Произнесенные Гитлером слова, казалось, становились реальностью. Однако окружение советских войск под Вязьмой еще не означало их уничтожение. Немецкие танки, стоявшие по периметру Вяземского котла, держали советские войска в кольце, но на Москву не шли. К Москве пока продвигалось только несколько немецких дивизий. Перед Жуковым стояла задача остановить эти передовые немецкие части и заново организовать оборону столицы, пока на нее не обрушилась вся мощь группы армий «Центр». Последним препятствием на пути немцев к Москве была Можайская линия обороны в 120 километрах от столицы. Можайская линия – первая советская оборонительная линия противотанковой направленности длиной около 250 километров. Она состояла из противотанковых рвов, бетонных долговременных огневых точек, дотов, где могли устанавливаться как пулеметы, так и противотанковые пушки. К началу октября на Можайской линии находились только строители. Жукову предстояло заполнить эти укрепления войсками. Первыми туда направили курсантов московских военных училищ. Бросать в бой будущих офицеров командование любой армии решалось только в критические моменты, но ситуация под Москвой становилась уже просто отчаянной. Защитить фронт длиной более 200 километров одними курсантами, конечно, нельзя. Требовались резервы. Теоретически они были 7 формируемых стрелковых дивизий, но необученные части смогли бы задержать противника в лучшем случае на несколько часов. В этих условиях советскому командованию пришлось принять одно из самых трудных решений за всю войну. В сентябре 41-го в блокадном Ленинграде уже начинался голод. Доставлять продукты в город становилось все труднее, и командование накапливало под Ленинградом силы для прорыва блокады. Но спустя несколько часов после катастрофы под Вязьмой эту операцию отменили. Ленинградские дивизии получили приказ грузиться в эшелоны. Поезда пошли под Москву на Можайскую линию обороны. Солдаты дивизии «Райх», первыми устремившиеся к Москве, вскоре пожалели о своей участи первооткрывателей. На Бородинском поле, где в 1812 году произошло сражение с армией Наполеона, свои позиции заняла прибывшая из Дальнего Востока 32-я дивизия Виктора Полосухина. Примечательно, что штаб дивизии располагался именно там, где в сентябре 12 года находился командный пункт Кутузова.
Первые немецкие танки показались на шоссе Москва-Минск. Они